Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии, добрые слова. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Мой главный враг. Кто? Что вызывает его враждебное отношение, его агрессию? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, вы себя узнаете. Очень на вас похоже, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, расклад общий, девочки. Мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Что нам сейчас покажут карты? Какая вы? Ух ты, счастье! Классно! Счастье, гармония. Черная кошечка. И выскакивает прям карта. Ждем перемен. Нам нужны перемены прекрасные. В предвкушении. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Так, это вы? Спрашиваю сразу, это вы? Тут карта человека, который за спиной держит кинжал. Видите? То есть, это подлость, предательство. Это человек, который может в лицо улыбаться, а на самом деле за спиной оружие держит. В любой момент может им воспользоваться. Ну, я спросила, дабы быть честной, да, это вы? Тут карта лед. Нет, это не вы. Это какое-то ваше ближайшее окружение. Карта подчинения. О чем это вообще? Ага. Сейчас. Тут показаны ваши метаморфозы. Сейчас те изменения, которые с вами происходят. Где-то даже вопреки вашему желанию, вам это болезненно, неприятно. Это как, знаете, вы с удовольствием бы хотели от этого оградиться, чтобы этого не было в вашей жизни. Но это происходит. Сейчас я расскажу о чем. Изначально вас показали карта счастья и гармония. Человек, который сам по себе умеет радоваться жизни. В принципе, вы жизнерадостная, жизнелюбимая. Женщина, которая может найти вот эти радости жизни в мелочах, там, не знаю, с какой-то, не знаю, солнечный зайчик, да, какие-то блики на воде. Элементарно там трава зеленеет. Как будто бы вы наполняете это пространство, в принципе, вы можете этим счастьем, радостью наполнить. И гармоничны довольно-таки, сами по себе. Для вас, ты меня не трогай, я тебя в жизни не трону, да. Тут ты как будто бы человек, который говорит, жизнь так коротка, и она настолько быстро может пролететь. Для чего еще портить отношения с кем-то, выяснять, для чего это все, скажем так, где-то даже для чего это все усложнять в этой жизни. Поэтому вы стараетесь жить в любви, в мире, в гармонии. Тут показано, как будто у вас сейчас то ли какой-то период в жизни такой, по черной кошке, такой, или какая-то полоса такая в жизни. Может быть, вы и не хотели бы, может быть, с какими-то людьми там прояснять отношения, точки над «и», да, расставлять. Но, судя по этим картам, какие-то люди в вашей жизни, то ли они так проявляются, вскрываются какие-то их манипуляции, да, у кого-то это подлость, за спиной этот кинжал, у кого-то вы с открытым сердцем, тут карта открытых ладоней, это говорит о вашей, это карта морали, о том, что вы, в принципе, да, в чужой монастырь со своим уставом вы не лезете. В принципе, вы за то, чтобы выстраивать отношения честные, открытые, без каких-то там манипуляций, многоходовочек. А тут как будто бы какие-то
личности. Я не буду привязываться мужчины, женщины, не в этом суть. В принципе, какие-то люди позволяют себе как-то очень некрасиво себя вести. Тут может быть двойные стандарты, тут может быть эти же манипуляции, желание вовлечь вас, использовать вас. И для вас это вот тут показано как тяжелая ноша. Тяжелая ноша, и вы с этими людьми, может быть, какое-то время вы вместе шли, там у вас были общие цели, там у кого-то это дружба, у кого-то это взаимоотношения мужчина и женщина, да, какие-то пытались выстроить. И при этом вы пытались, по-доброму, по-честному. Но тут карта развилка, будто бы пришло время уже вам с этими людьми распрощаться. У них своя дорога, у вас своя. И при этом вы тут еще какое-то долгое время это все могли терпеть, оправдывать. Тяжелая ноша, тянули эту ношу. Может быть, не хотели быть неблагодарными. Может быть, помнили какие-то общие там моменты, когда люди там или приходили вам на помощь, или в принципе вы дружили, да, общались. Не хотели обесценивать, зачеркивать это. Это может касаться даже самых близких людей. А тут сейчас, последняя карта я доложила, как будто бы все уже, это уже край, точка. Вашему вот такому отношению, где вы с открытыми ладонями, там, где вы, может, многое прощали, на многое закрывали глаза, уже по карте воздух, охлаждение, все, пришел конец. И тут карта справедливость, при этом вы не хотите там кому-то что-то мстить, доказывать, самоутверждаться, вы просто хотите по справедливости. Если к вам человек вот так вот, то, соответственно, вы хотите просто закрыть дверь и перестать общаться с этим человеком. Если в общем это все подытожить, сама по себе женщина, которая хотела бы жить в мире, любви, спокойствии, гармонии, но эти какие-то из прошлого звоночки, какие-то незакрытые эти гештальты, у кого-то это в принципе нежелание, может быть, даже самой себе причинить боль, может быть, оттягивали долго, уже нужно было точки над «и» расставить, а вы не хотели. Не хотели даже вот как ковыряться в этой ране какой-то, расковыривать это, чтобы, дабы не было это болезненно. А тут уже как будто бы дальше некуда. Все, оно, может, накопилось, как снежный ком. Просто с какими-то людьми ваши пути дороги расходятся. Вот тут как-то так. И, в принципе, по этой карте справедливость. В принципе, вы хотите справедливо, может быть, почистить свое окружение, изменить свое окружение. Это из той серии «Лучше никак, чем как-нибудь». Опять-таки, это может касаться взаимоотношений с мужчиной, это может с друзьями, с близкими. Как будто бы, я же говорю, ваши метаморфозы, ваши изменения. Тут уже хотите, не хотите, а вы уже переходите на какой-то такой уровень, где не получится просто, знаете, так отстраниться и сказать, пусть идет, как идет. Нет, оно тут уже накопилось. Опять-таки, давайте, ждете тут, конечно, вы, в принципе, вот этой карте корабль, ждете улучшений каких-то, что в вашу жизнь это войдут. Может, новые люди, новое окружение, новые возможности, шансы. И опять-таки интересные карты говорят о том, что вы готовы проявлять инициативу. Для чего? Для того, чтобы улучшать свою жизнь. Тут вверх по этой лестнице. У кого-то карьерная лестница, у кого-то социальная, да, у кого-то, в принципе, хотите чего-то достичь, прикладывайте усилия. Такой нюанс, не хотите быть марионеткой. То, скорее всего, вы лишний раз будете сейчас перестраховываться для того, чтобы не повторить каких-то болезненных уроков, ошибок, да. Не хотите, чтобы вами управляли. Скорее всего, хотите сами строить свою жизнь, свою судьбу. Как-то так. Вот у меня такой получился расклад. Вот такая ваша сигнификация получается. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, мой главный враг. Кто он? Что вызывает его враждебное отношение и агрессию? Итак, мой главный враг. Кто? Что вызывает его враждебное отношение и агрессию? Что вызывает враждебное отношение и агрессию? То, что у вас есть, да? Может, ваши какие-то проявления, уж не знаю. Ваш главный враг, кто он? И что вызывает его враждебное отношение и его агрессию? Главный враг, кто он?
Что вызывает его враждебное отношение и его агрессию? Главный враг. Кто? Что вызывает враждебное отношение и агрессию? Начинаем. Итак, смотрим, кто же ваш главный враг на данный момент. Кто он? Ух ты, ё-моё. Первая карта закрывается, скрывает то, что он вампир. Так, гармония. На прямых, девочки. Так, карты магические идут. Какой-то развал, заговор, луна. Это мистика. Так, магия у кого-то. Так. Соблазн, подозрение, тяжесть. Ясно, что ничего не ясно. Кто это, мужчина или женщина? Сейчас будем докладывать, выяснять. Так. Ну, такой враг интересный. Тут магические какие-то у него то ли способности, то ли даже он мог, этот человек, пострадать в свою очередь. Сейчас я буду уточнять. Так, ну тут первая карта, как будто бы он закрывается, может быть, ставит защиту даже, дабы не прочитали, дабы не считали. Так, это мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Это мужчина или женщина? Мужчина или женщина? Мужчина. Долго он, конечно, не показывал. Угу. Странно, очень странно такие карты. Показано, у мужчины была семья, в принципе, 10 чаш, было неплохо. Потом, значит, как будто бы знаете, такое как, не знаю, как логическое завершение, да? Как будто человек прожил что-то тут, осознал, мог ценить. В принципе, мог ценить эту семью, да, на каком-то этапе. А потом, как будто бы, ну, может быть, я даже не могу понять. То ли человек пошел дальше как-то развиваться, а семья для него стала менее как бы важна, обесценивание какое-то произошло. То ли, ну, более как ударился, может быть, в работу, заработок, у кого-то это новые какие-то новые знания, новые какие-то. Тут как будто бы, в принципе, он себя позиционировал таким, ну, тут у кого-то семьянин, в принципе, такой уважающий себя и человек, которого уважают в обществе, в социуме. Может быть, тут даже как-то он перекос пошел. Знаете, как семья на какое-то место 5-10 ушла. Может, не столь для него было важно уже. Тут такое, как какие-то изменения идут. А по 5 мечей может пройти манипуляции, тут какие-то подлые поступки, предательство, ну, какие-то дурацкие поступки. Какой-то, может быть, капец, какой-то поступок, как он себя повел, очень неосмотрительно, это вообще на него как будто не похоже было. Тут разбитое сердце, треугольник, у кого-то это любовная история, любовный треугольник мог. То есть и тут он показано, подвлюбился, как ребенок мог быть, неосмотрительный. Но все старался что-то, может, то ли на 2 стульях усидеть, то ли как-то выстроить по-умному. Может быть, старался и в семье быть, и во новых взаимоотношениях. Тут что-то непонятно. Но при этом этот мужчина мог какую-то такую долгоиграющую историю в вашей жизни он как затеял, проигрывал. Или долго идет к своим каким-то тут заработки, реализация. Вот тут тоже такое. Там самая медлительная карта в колоде. Не знаю. Ну, в принципе, ориентирован материально. Ой, какой-то такой чудной мужчина, конечно. Так, кто он для вас?
Ну, то ли женатик, то ли ваш муж может у кого-то проиграться. Карта кольцо. Мужчина, который не свободен. Еще кто он для вас? Человек, который вас в какие-то иллюзии погрузил, обаял, может быть, ну, не обязательно обещал. Может, вел себя так, знаете, подразумевалось, вы какие-то планы строили, а это оказались какие-то иллюзии, как какой-то мыльный пузырь, это все лопнуло. А вы для него кем являетесь? Ну, игра, как какую-то игру он в отношении вас затеял, но бесплодную. То есть, по факту, человек не до конца не получил то, что он там планировал в полном объеме от вас получить. Не сложилось, не получилось. Но игру какую-то он вел в отношении вас. Так, вот этот человек, он для вас является на данный момент главным врагом. Защищается, не хотел бы показывать. Карта вампир. На самом деле гармонично себя ощущает тогда, когда он больше берет, потребляет, чем дает. Сам по себе мутный, по карте Луна, могут зависимости быть. И из-за этих каких-то зависимостей, может быть, там, у кого-то алкоголизм, у кого-то игромания, у кого-то, в принципе, может, знаете, какие-то токсичные взаимоотношения вступать. И он, тут я не удивлюсь, если он тут может так как-то вести себя очень специфически. При этом по этой Луне, знаете, как может строить там и карьеру, и все у него классно, а потом сам вот этими какими-то непонятными своими, ну, то ли зависимостями, то ли проявлениями, карта развал, может разваливать то, что там долгое время выстраивал. При этом, кстати, может увлекаться эзотерикой, магией, может даже обращаться для защиты, дабы снять негатив, может кто-то близкий ходить, чистить его, опять-таки какие-то вот эти чистки проводить, да, защиты ставить, тут об этом тоже есть. Сам по себе очень упрямый. Тут карта соблазн, подозрение, тяжесть. Если есть в его жизни, ну, знаете, как соблазны, некоторые люди их избегают и понимают, что лучше от этого всего держаться подальше, чего бы это ни касалось. Ну, тут ангелочки, девочки какие-то, ну, может, легкие взаимоотношения там с кем-то на стороне, да, какие-то женщины очень легкого поведения, или, в принципе, какие-то компании, где это все доступно, или, ну, соблазны другого рода, я уж не знаю, кто-то там деньги тратит на какие-то, у каждого свое, да, то если он даже понимает, что это может разрушить его там жизнь, карьеру, взаимоотношения в семье, он чисто из упрямства может даже вот в моменте пофиг. То есть, ну, как бы глупо, упрямо идти и получать то, что он хочет. То есть соблазны какие-то побеждают. При этом вполне возможно, повторюсь, уже об этом знают. Если у него там какая-то женщина есть постоянно, или в принципе окружение какое-то, они знают об этом всем. Подозрения есть. И это как будто бы карта тяжесть, это вот за ним идет вот этот шлейф, это молва о том, что он может сам разрушать вот, то есть свою жизнь. Вот какой-то такой человек вот может, правда, все нормально выстраивать, вкладываться, а потом сам же это все и разрушает. Ну, не знаю, такой какой-то человек, и у него с вами война какая-то. Ой, извините, война, не война, игра какая-то, игра. А вы там все как будто какое-то время находились в иллюзиях в отношениях него. Может быть, там подвлюбились, может быть, были очарованы. Как будто бы вам розовые очечки одели, вы на него смотрели вот так вот сквозь эти очки. Так, ну вообще я не могу понять этот главный враг. Почему он ваш главный враг? Шейник, работа, солнце. Почему он ваш враг? Ну, вот по этим картам, ну, не знаю, у кого-то, кстати, могут быть рабочие взаимоотношения. Все-таки карта работа вышла, но это совсем не в этом дело. Тут показано, что человек сам по себе, по карте отшельник, с одной стороны, это не глупый человек, с другой стороны, вы тут могли в свою очередь тут намечтать, и он мог поддерживать вас эту иллюзию, там иллюзии были, того, что вы можете по карте дерева быть одним целым, одной семьей, там,
в принципе, могут даже общие детки там, ну, себе могли разное намечтать. Карта доступна, это уже доступно. А тут как будто человек показал вам свой то ли эгоизм, карта солнца, и карта освобождения, как бабочка из кокона вылетает. То есть в один момент вы могли осознать, что это всего лишь ваши мечты, это всего лишь ваше желание. Человек мог, ну, вам как голову морочить, да, или там та же игра и те же иллюзии. Человек мог вас держать как запасной аэродром. Человек мог как-то так себя вести. Ну, по отшельнику в один момент просто отстраниться, уйти и как будто бы оставить вас со своими мыслями, со своими эмоциями, со своим разбитым сердцем наедине, да. Ну, эгоизм, как большой ребенок. Вот пока хочу так, так будет. Пока ты там начищаешь мне корону, пока ты где-то вокруг меня там, может быть, дифирамбы поешь, скачешь, да. А если как-то по-другому, если у тебя какие-то там еще требования, потребности, желания, нет, в один момент может человек отстраниться и уйти. Ну вот почему-то, я не знаю, мне даже странно, думаю, почему он ваш самый главный враг. И давайте посмотрим, это в принципе, что вызывает его враждебное отношение, его агрессию. Это его отношения. Давайте посмотрим, что вызывает его враждебное отношение, его агрессию. Угу. Опять вышла карта иллюзия. Вышла карта дерева, это из другой колоды. Такие карты, такие необычные. Знаете, тут враждебное отношение его и его агрессию. Тут даже не могу понять. Помните, вот эта вот карта выходила, у мужчины за спиной этот кинжал, меч какой-то, да? То есть подлость предательства. Скорее всего, тут так интересно, но в жизни так тоже проигрывается. Человек совершил какую-то, ну давайте назовем это роковую то ли ошибку, то ли какой-то поступок. Очень некрасивый, подлость. Может быть, какие-то тут двойные стандарты, еще раз повторюсь. Может быть, в моменте, ну, решил, что ему будет проще и легче так поступить. Наверное, в отношении вас это как-то проигралось как предательство у многих. И это тут как будто бы вот этот поступок, может быть, он как-то не ожидал даже, что это вскроется, этот поступок. Или у кого-то, в принципе, он не думал, что это приведет там поступок к чему-то. Да. Ну, не знаю, как будто бы он не в полной мере, может быть, даже осознавал. Тут у кого-то так, у кого-то осознавал тут. Но тут я вижу слезы, как ребенка обидел. Так вот, тут как будто бы такая реакция. Он это совершил, он осознал, ну, прекрасно, что он причинил вам боль, вы в нем разочарованы, где-то с него слетела эта корона, где-то вы его увидели в таком неприглядном свете, и он же, получается, из этого же своего поступка какого-то гадкого, какого-то отвратительного, может, поведения какого-то, из-за того, что вы дали такую реакцию, да, тут где-то, ну, вы как прозрели, вы как розовые эти очечки, вот тут иллюзии под низом, видите, девушка держится за грудь и прижимает руку, и такая офигевшая, и такая вся, как осознание пришло того, что она себе напридумывала очень много, или человек осознанно в ней это все культивировал, эти иллюзии, поддерживал, то как будто бы ему же и неприятно из-за того, что это все вскрылось. Вот тут такое враждебное отношение из-за того, что вы теперь как прозрели, из-за того, что, может быть, вами уже так не поманипулируешь. Тут карта насилия, видите, тут под низом. И карта информация закрыта. То есть изначально какая-то информация, которой вы не догадывались, или он умалчивал. Тут у многих просто умалчивание чего-либо. Умалчивание где-то, может быть, специально, да, там, где можно было там отношения остановить или вовремя как-то озвучить, он мог информацию вам не сказать. Тут как будто какие-то такие нюансы. По факту это
Все к чему привело? К тому, что тут у вас разбитые мечты, иллюзии, ожидания, разбитое сердечко. Кстати, может быть, даже про свою жизнь. Тут карта насилия. Это просто тоже, а не обязательно это в физическом плане. У кого-то это абьюз. Может быть, тут человек психически, да, психологически на своего партнера как-то так взаимодействовал с ним. Тому партнеру очень плохо. Может быть, вы узнали, кстати, об этом, о том, что из прошлого это за ним тянется такое. Да, если он там себя, может, позиционировал там, ну, белым пушистым, там, ну, не обязательно. И таким интересным, стоящим, ресурсным. А тут какая-то информация могла всплыть. И это отрезвляюще на вас оно как-то, может быть, подействовало у кого-то. Как будто бы подноготное его какое-то, да, открыли, вскрыли. Ну, и это тоже вызывает его агрессию. То, что, ну, он не утаилось, то, что он хотел утаить. Может быть, если бы вы этого не знали, вы там и дальше могли соглашаться на какие-то форматы, или вами легче было манипулировать, управлять. Так, что вызывает враждебные отношения, агрессию? Ваше желание по карте дельфин, может быть, тут, в принципе, тут переболели, погоревали, поплакали, но дальше идете в новое, и при этом в это новое вы стараетесь вот этот весь негатив не брать. Может быть, с кем-то новым, другим пытаетесь создать семью, какие-то взаимоотношения. При этом карта правосудия еще и вызывает агрессию, то, что вы, может, не опускаетесь до его каких-то методов, ну, там, если какие-то, ну, манипуляции, если сплетни, то он от вас этого не видит, не знает. Не знаю, что применяете этого или нет, но по этим картам как будто бы вы стараетесь быть в равной степени. С одной стороны, объективно, может, на вытянутую ручку уже не подпускаете к себе, не даете шансов, как, по заслугам, как будто бы. Но и в то же время, я же говорю, тут не старайтесь там уже уподобляться и какие-то там, ну, опять-таки, сплетни распускать. В общем, вы поняли, не опускаетесь ниже плинтуса. При этом агрессию вызывает еще карта противоядия. Неожиданно, это для него неожиданно. Он видит вас женщиной, которая, может быть, как птица Феникс, да, возродилась из пепла. Может быть, действительно было тяжелые времена. И вот по вам как этим, как это, как бульдозером или этим станком, как это, асфальтным вот этим катком, да, извините, как проехали. Вот другая бы уже собирала по кусочкам долго и нудно. А он видит у вас вот тут карта, такой волшебный флакончик, и написано противоядие. У вас заключена сила, вы сами себе как лекарь, вы сами себя вытягиваете, как этот Мюнхгаузен, за эту косичку из болота. Так он у вас видит такой женщины, которая, может, сама себе психолог, психотерапевт, да, сама себя вытянула, сама себя излечила. Этим светом еще и озаряете путь других, может, людей, которые рядом с вами находятся. Вот это тоже вызывает агрессию. То есть где-то, может быть, подсознательно он надеялся, что то ли вы и дальше будете в иллюзиях пребывать, то ли сознательно будете глаза на что-то закрывать, да, соглашаться еще на какие-то форматы. То ли будете тут горевать, стенать, уж не знаю, бегать за ним. Тут что-то такое, а тут неожиданно для него. Ваша какая-то сила, ваше желание новые шансы брать. И по правосудию, тут все вместе. Тут женщина, которая как будто бы строит свою жизнь, ну, с оглядкой, конечно, на прошлое, но она это негатив какой-то, она старается не брать в свое настоящее и ну, и в будущее. Ну, такая интересная женщина. И ресурсная тут. Тут как будто бы враждебное отношение, больше его агрессию вызывает то, что вы можете жить без него. И, скорее всего, выбираете счастливую жизнь без него. Такой расклад, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.